Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, что произойдет до конца июля. Неожиданные события ближайшего будущего. И я должна сказать, энергии новолуния в вашем знаке– это как самоопределение, это и самодостаточность, это самовыражение. И вы, понятно, в вашем знаке это происходит, поэтому есть возможность прояснить какую-то давнюю историю, а может быть и прояснять не захочется. Захочется устремиться вперед. Я такое тоже могу предположить. Планетарные транзиты этого периода нам могут возвращать бывших. Поэтому будьте благоразумны. Если была какая-то проблема в отношениях, то вряд ли она куда-то сама по себе делась. Хотя вы можете, мы все можем сталкиваться с таким ярким психологическим восприятием вот этих энергий периода, и люди могут вести себя несколько странно. Но где-то и нас самих тут тоже может. Эмоции могут, точнее, захватить, и мы можем, где-то вспыхнуть от... Вспыхнуть я имею в виду как искрой, да, когда сталкиваемся с человеком со сложным характером. Это из разряда то, что мы называем токсичные люди. Поэтому держать марку, видимо, придется. Но это может быть для вас какое-то благополучное время, когда вы можете для себя по-особенному расставить все точки над «и». Чем вы готовы заниматься и что уже теперь для вас настолько замшелое, что не имеет никакого значения, не хочется даже оглядываться. Не наступить себе на горло, как собственные песни. Вы можете эти энергии не просто даже как ощущать, а вам захочется скорости, потому что иногда, особенно на вас, когда происходит вот что-то, как новолуние, да, подталкивает, активизирует какие-то вопросы, они больше связаны с тем, что именно нам надоедает что-то. Или то, что нас не устраивало, мы чувствуем с особой силой. Понятно, что мы хотим это изменить. Поэтому, может быть, и с одной стороны, в самом себе не закапывать какую-то давнюю проблему, а быть реалистом. Или если вы прежде соглашались, например, на какую-то двойственную ситуацию, возможно, потому что, вот обстоятельства так складывались, то тут теперь уже это нам тоже надоедает. Надоедает быть на вторых ролях, тут ведь у каждого в своей сфере жизни. Словно мы вынуждены в тени быть, да, да или сами прятались, да, может быть, и были такие неоднозначные ситуации, когда, если активно действовать, то можно себе навредить, а может быть, и кто-то пытался манипулировать, да, использовать. Вот теперь хочется сделать что-то для себя. Итак, что же произойдет, давайте узнаем на картах пасьянса. Что случится или произойдет до конца июля. А позже посмотрим на картах Таро, как неожиданности, неожиданные события. С чем будут связаны события до конца июля? Так, и пока я не вижу, уже вижу карта верности, любви. Есть какие-то взаимоотношения или конкретный человек, мои дорогие, который, с одной стороны, вам помогает. Посмотрите, есть победа в каком-то деле, в решении какого-то вопроса. Может быть, это где-то взаимосвязь идет, да, с конкретным человеком, который вам оказывает помощь, содействие, поддержку. Ведь это, кстати, карта верности, значение верности, лебедь. Может быть, это и те отношения, которые вам не нравятся даже, да, но тем не менее. Или вы хотели бы больше ясности, или есть какие-то свои такие составляющие. Тем не менее, нам беспристрастно говорят, что есть в вашем окружении какой-то человек, конкретная персона, которая вам верна. Нравится она вам или нет, мы вот так беспристрастно. И может быть на этот период времени. И я должна сказать, мы если встречаем каких-то людей, или пусть к нам даже кто-то возвращается, это не происходит просто так. В период и июля, и еще и где-то августа это тоже. Все имеет свой смысл. Или некоторые дежавю, даже если могут быть, значит нам зачем-то это нужно. Вот интересно.
нам про любовь. Может быть, вопросы личной жизни для кого-то из вас. Это как тема номер один. Но я могу точно так же и сказать, что документы, да, вот нам выпадает письмо. Может быть, это как какие-то нерешенные вопросы или ожидаемые извещения, пакеты буквально, да, какие-то пересмотры договоренностей. Может быть, важная весточка, которую вы ждете, или какое-то дело, которому вы уже уделяли внимание до этого. Часто по пакету это может быть какая-то задумка, которая связана с официальными учреждениями. И, скорее всего, тогда вы получаете либо важную бумагу, документ или какой-то вердикт. Вы уже теперь понимаете, что, ну вот к чему или чем все завершилось, или все-таки я вижу для вас какие-то новые возможности. Здесь какая-то перезагрузка тоже может присутствовать. Почему? Солнце выпадает. Понятно, солнце это где-то наше эго, но это еще и выбор правильного направления, как минимум на 6-8 месяцев. Вы с чем-то тут определяетесь. И это очень символично, энергия новолуния. Потому что, может быть, и есть те вопросы, задачи, которые вам уже не хочется продолжать, но пока так резко я не вижу, что вы, ну, прямо резко от чего-то отказываетесь. Но для вас наступает то благодатное время, та благодатная почва, когда вы можете себя попробовать в новой должности, если мы про работу, в новом качестве. Может быть, по части вашего личного дела, бизнеса или творчества. Вы тут тоже какой-то элемент новизны вносите, и для вас словно пространство меняется. Вот какие-то вопросы, которые, может быть, для вас были, ну, непонятно было, как действовать. Или когда много компонентов было в тени, потому что явно была проделана какая-то работа, победа у вас выпадает. И победа ведь это не сама по себе манна небесная, а это ваши усилия, мои дорогие. И вот они не напрасны. Вы понимаете, зачем все это было нужно. Кстати, у кого-то и по отношениям. Может быть, какая-то ключевая персона, и вы где-то допускали, что да не хочу я контактов с этим человеком, а тут этот человек вам придет на помощь. Вот я этого не исключаю. И вот в этой победе будет вам тоже оказывать содействие. Ну или любого вопроса. Но есть победа, мои дорогие львы. Давайте подведем итог. И есть солнце, то есть есть к чему стремиться, и есть какой-то очень даже приятный итог. При том, при всем, что и роза – любовь, и лебедь опять же про любовь, про верность и про искренность. Ну и еще какой-то такой, знаете, сухой вопрос в виде, может быть, материализма или конкретно важной бумаги, документа. В нашем прогнозе мы можем соединить крайние ряды, как по горизонтали, так и по вертикали, семейное счастье, подкова вам выпадает и спокойное течение жизни, свеча. Вот важно будет с кем-то не поссориться. А, кстати, вы можете себе даже сказать спасибо, что я так вскользь сказала уже, что с кем-то, даже если не нравилось, да, какой-то тандем, сотрудничество или, ну, может быть, какой-то тонкий нюанс, когда личность какая-то вам не совсем была понятна, нравилась, и тем не менее было желание, ну, вот как все этот гордиев узел разрубить. Но здесь вы понимаете, что именно этот человек приходит на помощь. Вот, кстати, такие метаморфозы в этот период я вполне допускаю. Здесь люди могут раскрываться как-то иначе. И это будет скорее связано с тем человеком, которого вы уже знали. Но, может быть, вы его знали в одном формате, в одном ключе. А здесь, ну, конкретно это вас либо питает, либо помогает, либо есть какое-то взаимодействие, когда выгодно обоим. И я такое тоже могу допустить. И пока я с вами говорила, я смотрю, что мы можем еще соединить. И я не увидела, мои дорогие львы, поэтому идем дальше. Что же там с неожиданностями? Какие неожиданные события для вашего знака зодиака? С чем это будет связано? А может быть и нет никаких неожиданностей. Может быть, все запланировано. Итак, неожиданности. Подведение итогов. Здесь, знаете, какую-то тему, проблему, ее главное не закопать в самом себе, не устроить себе глубокую философию, как бы спрятать. Нам кажется, мы прячем. На самом деле мы утрамбовываем. Именно утрамбовываем, да, вот как асфальтируем.
А потом ведь все равно это до поры до времени. И вот этот внутренний вулкан, он когда-нибудь прорвет. Здесь самое время отказаться, может быть, как и от прежних методов. У кого-то по работе энергии новолуния, опять же. Может быть, у кого-то даже придется пересматривать отношения. Почему? Потому что на какой-то период вы понимаете, что вам это полезно. Если мы пытаемся десятку мечей соединить с картами пасьянса, но вы понимаете, что прошлое, оно завершилось. Вот здесь точно, абсолютно у вас будет ощущение по какой-то теме или вопросу, когда есть итог, есть победа. И это для вас как какое-то освобождение. Вот по десятке мечей мы закрываем дверь в прошлое. Это прежде мы были словно обездвижены. Не было у нас какого-то маневра. А вот теперь эта история закончилась. И, может быть, она неожиданно заканчивается для вас. Давайте еще узнаем. По аркану умеренности нас так немножко останавливают. Ну, правда, спокойное течение жизни. Ведь по умеренности, может быть, мы бы и прыгнули словно вот в это будущее, вот квантовым таким скачком, да, вот резко. Хочется сбросить с себя, как старую кожу. Ну, я, конечно, утрирую, говорю метафорами. Но по аркану умеренности нам говорят, а нет, а вот тут вот, несмотря на то, что что-то завершается, это, знаете, может быть ситуация, как прошлое закончилось, это вы видите точно, а будущее еще не родилось. Это вы как на пороге перемен. И ощущение того, что я могу себе навредить, если сорвусь с места в карьер. И мы вынуждены держать вот этот баланс или вот эту как бы умеренность. Но это при всем при том, это холодная голова. Это рациональное решение. Здесь нет ни одной эмоции. Это такое хладнокровие. И знаете, олимпийское спокойствие. Ну, во-первых, есть победа, есть причина, почему держать это спокойствие, когда победа у нас выпадает, нам всегда дают совет. Тебе придется это сохранять. Вот где-то об этой, как и самосохранение, но об этой энергии, когда мы все-таки вынуждены держать баланс. Вот в неожиданностях, может быть, не так все быстро происходит, как вам бы хотелось. Что еще в неожиданностях? Вам нужно, как знаете, решить два вопроса. По части взаимодействия с людьми, может быть, какую-то новую стратегию, тактику в отношении конкретного персонажа вырабатывать. Может быть, и связаны какие-то неприятные моменты даже с конкретным человеком, правда? И есть еще у вас сейчас какой-то нерешенный финансовый вопрос, и вы понимаете, что нет. Вот я вижу и по картам пасьянса, и одновременно даже по Таро. Как будто, мои дорогие, ну пусть это не для всех, все-таки это у нас общий прогноз. Как будто в вашей жизни есть конкретный человек, и вы бы хотели уже эту историю, может быть, либо завершить, либо вообще на какой-то другой иной уровень перевести. Неважно, личная жизнь, любовь, работа, у кого что, или партнерские отношения по бизнесу. Но вот именно теперь, ну не получается, вот как-то эту историю переломить. Здесь именно нужно, понимаете, не забыть про себя. Не спрятать то, что для вас вы, может быть, долгое время как в соглашательской были позиции. Вот это тоже было бы неправильно. Тут правильно изъясниться нужно. Правильно, неправильно. Но это правда. Чтобы вас поняли. Ведь по пятерке пентаклей это всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. И этот недостаток по финансам мог быть, потому что вас неправильно поняли. Или вы не сумели, или, может быть, время было не то, да, человек был в других энергиях, так ведь тоже бывает. Не был он настроен к диалогу, и все, может быть, закрывался. А теперь вы понимаете, что нет, все-таки есть для меня нечто очень важное. Но мне под каким-то новым соусом, маринадом нужно это словно подать по аркану умеренности. Мы точно себе на горло собственной песни не наступаем, но как-то это делаем иначе. Тут и мы сами себя сохраняем. Сохраняем то, что для нас важно. Но нужно подстроиться, может быть, адаптироваться, красиво говоря, к той ситуации, которая есть в данный момент. Хотя вы допускаете по пятерке пентаклей, что люди с вами не очень-то честны. Могу и такое тоже предположить, мои дорогие львы и львицы. Давайте достанем четвертую карту. Какой же это в конечном итоге результат? Ну, нет пока результата. Но, тем не менее, правда, вам какой-то человек может прийти на помощь или вам могут предложить даже из разряда
тех людей, с которыми, ну, может быть, не было много общения или не были сложившимися как доверительные отношения. Здесь может быть и переход отношений на новый уровень. Я все-таки это тоже допускаю. Кстати, по работе. Внимание к вашей персоне. Но будет важно не замечтаться, не повторить какое-то дежавю в плане, что вы чем-то очень вдохновились. По пажу кубков нас что-то вдохновляет. С другой стороны, это все пажи, это и хорошие ученики, но это карта, которая означает еще и весть, весточку. Да, иногда это связано с вашими детьми, даже взрослыми детьми. Но вот как дальше поступить? Вот есть какая-то двойственная ситуация. Как будто и не направо пока, и не налево. Хотя уже и прошлое это закончилось. Но для истории, будем говорить, до конца июля 2 недели, не такой большой срок. Держите баланс, правда. Потому что тут что-то может начинаться уже как что-то хорошее. Но выстроить это в какую-то систему или логическую цепочку последовательности пока невозможно. Прошлое завершилось, но будущее еще только формируется, мои дорогие. Давайте достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Я не могу сказать, что это какие-то неожиданности, но вот такие, которые что-то кардинально меняют. Тут, скорее всего, это вы что-то хотите поменять, и в неожиданностях, вот если вы хотите осуществить что-то по-своему, то, скорее всего, словно через паузу, через не быстрый период, а даже, я допускаю, через какое-то ожидание. И это может быть для вас неожиданно. Ладно, знаки судьбы, неожиданные события, если мы сказали, то какую нам дадут рекомендацию? Вот смотрите, опять же нам карта звезда. Это карта холодная. И мы говорили, холодная голова или вот совершенно трезвое такое, в хорошем смысле, видение того, что происходит. По аркану звезда, да, это еще и тот аркан, который нам говорит о продолжении каком-то. Вот для вас, как и в отношениях, так и по работе, может, как знаете, в первых стадиях или на первых этапах зарождаться какой-то проект. И если Солнце выпадает, я сказала, 6-8 месяцев, а звезда – это марафонский забег лет на 10-20. Знаете, словно вокруг вас, мои дорогие львы, присутствуют какие-то энергии, которые для вас и хотят сложить как некоторое плату, плацдарм, можно так сказать, для ваших новых возможностей. И отнюдь это не о бездействии нам говорят, вот как и значение в пасьянсе, так и аркан звезда. А тут нужно быть прозорливым, не просто на пару шагов вперед. Это ведь мы рассматриваем как карта совет или как знаки судьбы. Тут, правда, куда-то не нужно торопиться, а вот холодная голова, расчетливость, может быть, даже так. Хотя это не есть материализма карта ни разу. Это карта больше интуиции. И по аркану умеренности, который выпал неожиданно, вы понимаете. Вы, кстати, можете себя поблагодарить на самом деле, что что-то не прекратили, от чего-то не отказались. Потому что, правда, тут либо человек приходит на помощь, либо в обстоятельствах, может быть, даже по работе. Вы на что-то прежде согласились, и, может быть, благодаря какой-то вашей деятельности вы сумели раскрыть свои таланты. Я, к примеру, говорю. И теперь вас замечают, вы замечены. Ведь сияйте, как звезда, нам говорят. Это рост вашей популярности, мои дорогие. Но это еще первые самые шаги. Но это уже начало марафонского забега. Или пусть это как продвижение вашего бизнеса, или развитие карьеры до таких невиданных высот. Для кого-то это вопросы переезда, вполне вероятно, потому что проходит расстояние не только по времени, как мы говорим, десятилетия, но для кого-то из вас, когда нужно куда-то переехать. И вы будете тоже рассматривать как знак судьбы, что да, мне, может быть, совершенно необходимо это делать. Обстоятельства так складываются. Или вам уже теперь понятно, что вы что-то не хотите продолжать. И кто-то будет решать из вас вопросы именно переезда, может быть, по части вашего жилища. Давайте знак судьбы. И вместе с этим тебе, лев, нужно учиться. У кого-то языки учить, а у кого-то это новый вид творчества. Дополнительный, кстати, вид дохода. Когда мы
Понимаем, что если мы имеем какое-то ремесло в своих руках или умеем сделать что-то очень хорошо, мы как защищены и во времени, и в пространстве, и в расстоянии, где бы мы ни находились, мы можем работать, к примеру, из любой точки мира. Вот продумайте такой момент, потому что по звезде может идти еще как пространство, эфир, интернет. Мы ведь смотрим как совет, знаки судьбы. Вполне вероятно работа посредством интернет, и тогда любая точка мира. Тогда это как дополнительный доход. Может быть, пока не бросаешь что-то одно, вот это умеренности, и будет тогда карта говорить о том, что да, прежняя история, она вам уже понятна, она известна. Вы уже какой-то минус или какой-то в чем-то фиаско испытали, и, может быть, пришлось длительно адаптироваться, а вот теперь есть что-то новое. Но вы в этом еще пока не профи, нет, ведь это карта сдачи экзамена. Нам еще предстоит что-то выучить, сдать экзамен, может быть, получить конкретный сертификат, который открывает новые возможности. И вот это нельзя игнорировать, иначе мы словно застряли в этом прошлом. Может быть, мои дорогие, для вас совершенно и необходимо добавить какой-то новый вид деятельности, все же, да, сдать вот этот самый жизненный экзамен, потому что, как будто на долгий период времени вам это будет еще и полезно, и питательно одновременно, тоже можно сказать. Почему? Потому что по тройке пентаклей у нас проходит не просто обучение, а когда это не совсем любопытство, а все те новые знания мы как в собственную копилку успеха, достижений складываем, и в последующем как знание сила. Но на нынешнем этапе мы еще пока учимся, чтобы сдать этот экзамен, а вот завтра это будет материальный эквивалент. Это как знак судьбы. Я думаю, я понятно объяснила. Третий знак судьбы. А потому что, вот смотрите, две тройки, и тройка – это всегда карта будущего. Все, вот будущее, оно уже на пороге. По сути, уже какие-то, может быть, даже вы первый шаг какой-то вот в направлении сделали. И здесь это как вопросы материального плана, но для кого-то, правда, может быть, по жезлам это и дела, и работа, и бизнес, и, может быть, еще и переезд. Не случайно энергии новолуния вас заставляют где-то определиться – вроде занятий, вроде деятельности, может быть, через перемещение даже куда-то далеко. Что для вас сейчас важно, актуально? Может быть, и конкретный человек. Но, знаете, хочется мне сказать, может быть, и не совсем это вот так оно звучит красиво, но тем не менее, как будто вы именно оцениваете людей, может быть, и взаимоотношения через призму практичности. Может быть, и, кстати, человек в отношении вас тоже занял такую позицию, но, тем не менее, вам это помогает. Помогает не еще раз не совершить какую-то ошибку, не поддаться на чьи-то пустые уговоры. Вот, наверное, для вас самое главное – не прятать свои желания. Ну и самому не проводить политику соглашательства. Даже если вы вынуждены пока вот балансировать, мои дорогие львы, но вы четко должны понимать, что вы готовы уже завтра завершить, даже если сегодня пока у вас нет другого выбора или вы вынуждены что-то продолжать. Прояснение обстановки. И, кстати, очень быстро могут развиваться события, когда вы только с чем-то определяетесь. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Я благодарна вам за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной.